Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Представляю вашему вниманию новый мастер-класс и новый коврик крючком «Элегант». Это овальный коврик-дорожка, который можно вязать на любую длину. Размеры ковриков и расход шнура читайте в описании. Особенность этого коврика – сочетание нескольких блоков объемных узоров, которые можно вязать разными цветами или оттенками шнура. В результате красиво выделены слои узоров и получается красивый переход цветов от светлого центра к темному краю. Волнистый край коврика делает его форму более интересной. Это может быть длинная дорожка или небольшой прикроватный коврик. Первое видео вязания коврика с 1 по 13 ряд доступно всем. Вторую часть мастер-класса с 13 по 33 ряд вы можете купить как пост на сайте Boosty или через подписку на Boosty или в моем сообществе ВКонтакте. Все условия читайте в описании к этому видео. В описании видео есть временные метки для перехода к нужному моменту вязания коврика. Для данной модели овального коврика, который вяжется рельефным узором, и рельефный узор разделяется на 3 блока узора. И эти 3 блока я буду разделять также по цветам. Центральный блок, центральный узор я вяжу вот таким светло-бежевым цветом. Это светло-бежевый или желто-розовый еще называется, не знаю почему, шнур толщиной 3 мм. Второй цвет у меня это горчичный цвет, но можно подобрать какой-то другой бежевый оттенок. И третий цвет здесь у меня это темный шоколад, но можно какой-то коричневый тоже подобрать. И тоже вот интересно будут сочетаться цвета. Вот такой переход, как будто меланжевой окраски шнур. Также для разного размера коврика вам потребуется разный расход шнура, будет разный. Сейчас я вам расскажу, какой раппорт вязания коврика. То есть коврик можно вязать любой длины. Первый вариант: я связала коврик на длину 145 сантиметров, и я набирала 104 петли для центральной части плюс 2 торцевые петли. То есть всего было 106 петель. Сейчас я буду коврик вязать в 2 раза короче и буду набирать 52 петли плюс еще 2 торцевых петли. Раппорт вязания составляет для начальной цепочки, для центральной части 26 петель. То есть вы можете связать центральную часть, набрать 26 плюс 2 торцевых, то есть общее количество 28, плюс идет петли подъема для первого ряда. Либо 26 плюс 26 это 52, плюс 2 торцевых петли 54, плюс 2 еще воздушные петли для подъема для первого ряда. Либо 52 плюс 26 это 78, плюс 2 торцевых петли, то есть 80 петель. Это будет начальная цепочка для вязания центральной части овального коврика. И также 78 плюс 26 получается 104, плюс 2 торцевых 106 петель, длина начальной цепочки для вязания начала овального коврика и так далее. То есть 104 плюс 26, и дальше вы можете вязать коврик на любую длину. И, конечно же, от длины будет зависеть расход всех 3 цветов. Самый больший расход идет, конечно же, на третий блок узора, на третий цвет. Самый маленький расход это центральной части. Конечно же, в описании я и буду на видео показывать смена цвета, в каком ряду происходит. И в описании тоже вы можете посмотреть, с какого по какого ряд используется какой цвет. Приступаю к вязанию, и вначале я сразу заклеиваю кончик шнура вот таким вот жидким прозрачным моментальным клеем, чтобы шнур не распускался. Он очень легко и быстро распускается. Жду минуту и начинаю вязать. Итак, набираю начальную цепочку петель для вязания овального коврика. Делаю начальную петлю на крючок, крючок номер 6,5, как я и говорила, и набираю воздушные петли. 52 петли для центральной части и плюс 2 петли для по торцам остаются для формирования закруглений.
То есть всего 54 петли. Если вы хотите коврик вязать длиннее, допустим, как я связала вот коврик на 145 сантиметров, то набирайте в 2 раза длиннее центральную часть. И, конечно же, тогда вы будете вязать по сторонам коврика, раппорт вязания будет просто удваиваться. Итак, дорогие рукодельницы, я набрала начальную цепочку, 54 воздушные петли, и длина начальной цепочки равняется 40 сантиметров. Смотрите, сразу считаю, какая будет длина, общая длина будущего коврика. То есть мы к центральной части, к длине центральной части прибавляем ширину. Ширина коврика при вязании шнуром 3 мм будет равняться 65 сантиметров. То есть 40 плюс 65, то будет общая длина 105 сантиметров, то есть будущая длина коврика. При вязании шнуром 3 мм ширина неизменна. При вязании шнуром 5 мм сердечником тоже укажу, какая будет ширина коврика. Соответственно, если у вас будет шнур другой толщины, то, конечно же, у вас немножко поменяется ширина коврика. Ну и длину вы тоже можете менять за счет длины начальной цепочки. Далее приступаю к вязанию первого ряда. Далее мы будем вязать узор круговыми рядами вокруг начальной цепочки. И для вязания первого ряда еще плюс набираем 3 воздушные петли вместо первого столбика. Далее делаем накид, и эти 3 петли отсчитываем назад. И смотрите, вот 1, 2, 3, вот 4-я петля, и вводим крючок вот здесь за перемычку. И провязываем столбик с одним накидом. Далее в ту же точку вкалываем крючок за перемычку, за полупетлями, и провязываем столбик с одним накидом. Так провязываем для первого закругления 6 столбиков с одним накидом из одной точки. То есть у нас получается 3 воздушные петли вместо первого столбика и плюс 6 столбиков с одним накидом. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее, смотрите, будем вязать столбики по первой стороне. Делаем на крючок накид и вводим крючок. Вот также вот здесь смотрим полупетли начальной цепочки, немножко отворачиваем ее на себя. И здесь вот за перемычки, за полупетлями вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. И по первой стороне мы провязываем здесь 52 столбика с одним накидом до второй торцевой стороны, то есть до второго закругления. Если хотите, можете сразу маркерами отметить здесь 3-ю воздушную петлю подъема и 6-й столбик с одним накидом. Итак, я провязала по первой стороне, вот от закругления, здесь я отметила маркером вот вершину здесь 3-й воздушной петли подъема и вершину 6-го столбика с накидом. Далее 52 столбика с одним накидом и перехожу на вязание одного закругления. Вот у меня осталась до конца начальная петля, всего лишь одна, и на ней буду вязать закругление. Если вы набирали цепочку для центральной части, допустим, на 104 петли, то вы, конечно, будете вязать по стороне 104 столбика с накидом. И далее у вас просто будут удваиваться по центральной части как бы повторение узора. Итак, перехожу на вязание второго закругления, сделаю накид. Здесь также, вот здесь получается за перемычку, вот за первой петлей, за перемычку сзади вводим крючок и на этой точке, вот за эту полупетельку мы провязываем здесь 7 столбиков с одним накидом. И вот вершину первого столбика и вершину 7-го столбика отмечаю маркером как начало и завершение закругления, так как именно на этих петлях мы будем делать прибавки для формирования закругления, то есть как вязать как полукруг. По стороне у нас количество столбиков не будет меняться, то есть будет 52 столбика как в начале вязания, так и в последнем ряду. Узор будет провязываться на 52 столбиков именно по стороне от маркера до маркера. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И далее я продолжаю вязать уже столбики по второй стороне. И смотрите, здесь мы вводим крючок вот за 2 полупетельки, которые мы оставляли. И здесь в начале мы вот протягиваем кончик, отрезок в начале шнура и обвязываем его. И по второй стороне, получается, мы тоже провязываем
2 столбика с одним накидом. И у нас столбики как раз идут друг напротив друга. Вот основание столбиков друг напротив друга. При таком способе вязания столбиков в первом ряду получается вот обвязка начальной цепочки более плотная, без дырочек. Здесь не забываем поставить маркер. Вот. И так продолжаю вязать и заканчиваю первый ряд. Заканчиваю вязать первый ряд и начинаю вязать второй ряд. В конце первого ряда немножко вытягиваю рабочую петлю и здесь через вот третью петлю подъема протягиваю рабочую петлю наизнанку и затягиваю петлю. И здесь набираю также 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика с одним накидом. Второй ряд будем вязать тоже столбиками с одним накидом, но будем вязать мы рельефные столбики с одним накидом. Смотрите, здесь маркер сразу можно перенести на третью петлю подъема, как начало вязания второго ряда. И вводим крючок мы здесь в начале вот как под полупетли, в начале как за вершину вот первого столбика. И провязываем столбик с одним накидом. Далее смотрите, на вершине вот 6 столбиков по закруглению вяжем по 2 столбика с одним накидом. То есть у нас здесь 3 воздушные петли вместо первого столбика, плюс здесь как на вершине мы провязали второй столбик, далее 3 и 4 на вершине вот следующего столбика вводим крючок прям под полупетли, как будто бы вогнутый столбик с одним накидом. И вот на каждой вершине провязываем по 2 столбика с одним накидом. И получится, что у нас от маркера, вот до маркера, который мы поставим на 14 столбике, вот будет 14 столбиков с одним накидом провязано. Вводим прям под полупетли. То есть обычно мы при вязании рельефного столбика вводим за ножку, то есть вот тут чуть ниже, а тут мы вводим чуть выше, то есть вот выше вот этой перемычки под полупетли. И у нас вот полупетли столбиков остаются на лицевой стороне. Итак, я закончила вязать столбики по первому закруглению. Здесь получается, если считать 3 петли подъема за столбик, то 14 столбиков. Вершину 14 столбика отмечаю маркером. И далее начинаю вязать столбики по стороне. И по стороне мы провязываем 52 столбика. То есть, если мы здесь по закруглению удвоили количество столбиков, то по стороне количество столбиков остается неизменным. Также под полупетли вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. И так на вершине каждого столбика по стороне провязываем по одному столбику с одним накидом до второго закругления. Довязав до второго закругления, здесь уже на вершине каждого столбика по 2 столбика с одним накидом, также под полупетли вводим крючок, то есть отмечаем первую и 14 вершину 14 столбика, и далее переходим на вторую сторону. На второй стороне тоже будем вязать 52 столбика на вершине каждого столбика по одному. И так провязываю второй ряд. Я закончила вязать второй ряд и перехожу к третьему ряду. В конце второго ряда рабочую петлю перетягиваю через полупетли третьей петли подъема наизнанку и затягиваю эту петлю. В третьем ряду будем вязать столбики с накидом с тройным основанием. И вначале выполняю 3 воздушные петли подъема, делаю накид и смотрите, ввожу крючок вот здесь в первую петлю, вытягиваю петлю на крючок, во вторую петлю вытягиваю петлю на крючок и в третью петлю вытягиваю петлю на крючок. Далее провязываю 3 петли и накид с крючка и затем в вершину столбика. И эту вершину можно отметить маркером как начало вязания закругления. Ставим маркер и далее
выполняем арочку, 2 воздушные петли. Далее уже вяжем полноценный второй столбик, делаем на крючок накид и вначале выполняем первое основание и начинаем вязать вот столбик с тройным основанием вот из последней петли, которую выполняли третью петлю вытягиваем первую петлю, затем из вторую петлю, из третьей петли третью петлю, затем провязываем 3 петли с крючка и накид и вершину столбика. Далее арочка, 2 воздушные петли. Вновь делаем накид. Также из последней петли, из которой выполняли третью петлю для предыдущего столбика, вытягиваем первую, из следующей петли вторую и третью. Провязываем 3 петли и накид, вершину столбика, 2 воздушные петли. Итак, по закруглению выполняем столбики с тройным основанием через 2 воздушные петли. Раз, два, три, четыре, 5 и 6-й столбик. Делаем накид, провязываем из вот 3 петель тройное основание вместе с накидом и вершину столбика. И эту вершину мы отмечаем маркером как завершение вязания узора по закруглению. Далее переходим на вязание узора по стороне. По стороне мы выполняем 1 воздушную петлю и смотрите, первый столбик с тройным основанием, выполняем накид, будем вязать вот не из последней петли предыдущего столбика, а из первой петли. То есть мы вытягиваем 3 петли вот из вершины первого, второго и третьего столбика, затем провязываем 3 петли накид и вершину столбика. Далее 1 воздушная петля. Следующий столбик мы повторяем, как мы вязали по закруглению. Вытягиваем первую петлю из последней петли вот предыдущего столбика, из следующей и из третьей. Провязываем 3 петли накид, вершину и 1 воздушная петля. И здесь мы по стороне на 52 столбиках должны провязать 25 вот столбиков с тройным основанием, и между ними должно получиться 26 арочек с 1 воздушной петлей. То есть считаем вот от маркера вот эти вот арочки, 1 воздушная петля. Итак, провяжу сейчас до второго закругления и покажу, как переходим на вязание узора по второму закруглению. По стороне я сейчас провязала 23 столбика с тройным основанием и выполнила 24 арочки, вот 1 воздушная петля, вот последняя 1 воздушная петля. Теперь у меня осталось до закругления 6 петель, и здесь я провязываю столбики с тройным основанием вот на по 3 петли на каждый столбик. То есть из первой, из второй, из третьей вытягиваю петли. Затем с накидом провязываю и вершину столбика. 25 арочка, 1 воздушная петля и 25 столбик с тройным основанием, 26 арочка. Важно именно посчитать количество арочек по стороне, так как мы в следующем ряду на каждой арочке 1 воздушная петля будем провязывать по 2 столбика с 1 накидом, и получается, что общее количество столбиков по стороне будет равно начальному, то есть 52 столбика на арочках 26 от маркера до маркера. И уже здесь начинаю вязать узор по закруглению. Делаю накид, и здесь тоже вот не из последней, и из первой петли вытягиваю первую, вторую, третью петлю, провязываю 3 петли с крючка, вершину, и здесь по закруглению 2 воздушные петли между столбиками. Первую вершину от столбика с тройным основанием отмечаю маркером. Здесь из последней петли, из второй, из третьей вытягиваю
провязываю тройное основание, вершину, 2 воздушные петли. Итак, выполняю. Здесь тоже должно получиться 6, как по первому закруглению. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с тройным основанием. Между ними по 2 воздушные петли. И точно так же перехожу на вторую сторону. По второй стороне точно так же считаю количество столбиков с тройным основанием и количество арочек 1 воздушная петля. Провязав столбики по первому закруглению, далее перехожу на вязание столбиков по стороне. И смотрите, здесь на каждой арочке из 1 воздушной петли провязываем по 2 столбика с одним накидом. И получается у нас от маркера до второго маркера должно получиться 52 столбика с накидом, начальное количество столбиков по стороне. Далее по второму закруглению тоже провязываем по 4 столбика на каждой арочке, отмечаем первый 20 столбик маркером и переходим на вторую сторону, тоже провязываем 52 столбика с накидом. Заканчиваю вязать 4 и начинаю 5 ряд. Смотрите, в конце 4 ряда точно так же мы через полупетли 3 столбика 3 воздушной петли подъема протягиваем рабочую петлю на изнанку. Протягиваю петлю, затягиваю ее и начинаю вязать 5 ряд. В 5 ряду будем вязать столбики без накида. В начале вязания делаю 1 воздушную петлю подъема. И смотрите, столбики без накида будем вязать немножко по-другому, чем обычно. Вводим крючок за 2 полупетли, через которые протянули рабочую петлю. И теперь смотрите, обычно мы захватываем рабочую нить сверху вниз, точнее снизу вверх подхватываем и вытягиваем петлю на крючок. А теперь мы будем вязать и захватывать рабочую петлю сверху вниз. Затем вытягиваем петлю для столбика и провязываем столбик без накида первый. Вершину этого столбика отмечаем маркером как начало вязания ряда и как начало вязания закругления. Далее смотрите, второй точно так же вкалываем крючок за 2 полупетли и сверху вниз подхватываем петлю, вытягиваем петлю на крючок и провязываем столбик без накида. При таком способе вязания, смотрите, петли на ножке столбика, они перекрещиваются, нити. И получаются такие столбики с перекрещенным основанием. Смотрите, по закруглению будем делать 6 прибавок. 6 прибавок столбиков. И будем делать на третьем через каждые 3 столбика. То есть мы 1, 2 на 3 петле провязали 2 столбика без накида. Вновь 1, 2. Вторую прибавку на 3 столбике провязываем 2 столбика без накида. Вновь 1, 2. И на 3 столбике провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И на 3 столбике провязываем 2 столбика без накида. Еще раз повторение. 1, 2 столбика без накида. И на 3 петле 2 столбика без накида. 1, 2. На 3 петле 2 столбика без накида. И до конца закругления остается 2 петли. Провязываем 2 столбика без накида. И на последнем столбике ставим маркер. Смотрите, у нас было 20 петель по закруглению, сделали 6 прибавок, и у нас получилось 26 столбиков по закруглению. Далее мы выполняем столбики по стороне. По стороне мы не делаем прибавки, и на вершине
вот каждого столбика предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида, и здесь получается 52 столбика мы провязываем от маркера до маркера. По второму закруглению точно так же на каждой третьей петле делаем прибавку, всего 6 прибавок будет. И далее переходим на вторую сторону, тоже 52 столбика без накида. По закруглению не забывайте ставить маркеры на первый и последний столбик. Перехожу на вязание 6-го ряда, и здесь в конце 5-го ряда вот через вершину первого столбика, которую отмечала маркером, протягиваю через 2 полупетли рабочую петлю на изнанку, затягиваю петлю, 1 воздушная петля подъема, и в 6-м ряду будем также вязать столбики без накида. Вводим крючок вот за вершину первого столбика, также захватываем рабочую нить сверху вниз и провязываем первый столбик без накида. Отмечаем маркером вот вершину первого столбика. В этом ряду по закруглению будем вязать на 3, получается на 3-м столбике, точнее на 4-м столбике. Если мы вязали на 3-м столбике в предыдущем ряду, то тут 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли предыдущего ряда, и на 4-м делаем прибавку, то есть 2 столбика из одной петли. И продолжаем. Всего будет 6 прибавок по закруглению. Было у нас 26 столбиков, станет 32 столбика по первому и второму закруглению. То есть первый столбик мы отметили, также провязываем с прибавками до завершения закругления. 32 столбик тоже отмечаем маркером. Далее по стороне без прибавок 52 столбика. Второе закругление точно так же делаем прибавки на каждой 4-й петле, 6 прибавок. Отмечаем маркером первую 32-ю петлю, и по второй стороне 52 столбика. 6-й ряд закончен, и далее перехожу на вязание 7-го ряда. Через вершину первого столбика протягиваю рабочую петлю на изнанку, также подтягиваю петлю, 1 воздушная петля подъема, и в 7-м ряду также вяжем столбики без накида. Здесь достаточно было сделано прибавок в предыдущих рядах, поэтому в 7-м ряду буду вязать столбики без накида без прибавок по закруглению и без прибавок по сторонам. То есть также вяжем столбики без накида, подхватывая рабочую нить сверху вниз, вот вершину первого столбика отмечаю маркером. И далее из каждой петли предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Маркеры просто переносим. И в следующем ряду, в 8-м ряду, уже будем вывязывать рельефный узор из сложных столбиков с 3 накидами. Буду все подробно показывать. Перехожу к вязанию 8-го ряда, и в 8-м ряду будем вязать рельефный узор. Будем вязать рельефные столбики с 3 накидами и 2 ножками. Сейчас я покажу, как их выполнять. Вначале завершаю вязание ряда точно так же, как и предыдущие ряды. Через полупетли вот первого столбика протягиваю рабочую петлю на изнанку, затягиваю петлю, 1 воздушная петля подъема, и начинаю 8-й ряд со столбиков без накида и провязываю точно таким же способом, захватывая рабочую нить, как и предыдущие ряды вязания столбиков, и вначале провязываю 4 столбика без накида, 3, 4. Далее выполняем рельефный столбик с 3 накидами и 2 ножками. Для этого вначале делаем на крючок 3 накида, и мы будем вязать рельефные столбики
на столбиках 4-го ряда. Вот смотрите, вот эти столбики с накидом, которые были провязаны на арочках. И впереди работы заводим крючок вот за ножку первого столбика, то есть на первой арочке. Вот здесь вместо первого столбика были петли подъема. То есть самый первый столбик в начале вязания 4-го ряда. И провязываем 3 накида. Не заканчивая вязание столбика, вновь делаем 3 накида. И теперь смотрите, вот от этого столбика, на котором мы провязали 3 накида, отсчитываем вперед 1, 2, 3, 4. И на 5-м столбике провязываем, то есть заводим крючок за 5-й столбик и провязываем 3 накида. Провязав 3 накида, далее мы соединяем 2 ножки, провязав 2 петли с крючка, и заканчиваем вершину столбика, провязывая последнюю петлю с крючка. Далее смотрите, мы не будем пропускать за рельефным столбиком петли и продолжаем вязать вот следующее. То есть мы вот смотрим, вот провязан столбик, следующая петля, и на нем продолжаем вязать столбики без накида. И далее после рельефного столбика здесь провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4 и 5. То есть так как мы не пропускали петлю, у нас этот рельефный столбик получается как прибавка для расширения узора по закруглению. Кстати, не забудьте поставить маркер на вершине вот первого столбика без накида. Провязав после рельефного столбика 5 столбиков без накида, выполняем второй рельефный столбик по закруглению. Делаем на крючок 3 накида. Теперь смотрите, вот от второй ножки, на котором был провязан столбик, отсчитываем назад 1, и вот на втором столбике, вот за второй ножкой предыдущего столбика, заводим крючок за этот столбик и на нем провязываем первые 3 накида, первую ножку второго столбика. Делаем новые 3 накида, 3 оборота нити вокруг крючка. Старайтесь, чтобы обороты нитью были плотные. И отсчитываем вперед 1, 2, 3, 4, и на 5-м столбике провязываем вторую ножку 3 накида. 3 накида, затем соединяем 2 ножки, 2 петли с крючка и вершина рельефного столбика. Далее здесь мы не пропускаем петлю и со следующей петли провязываем 5 столбиков без накида. То есть у нас идет раппорт узора по закруглению. Здесь 5 столбиков без накида и рельефный столбик с 3 накидами и 2 ножками. 1, 2, 3, 4, 5. И начинаем вязать третий рельефный столбик. Третий рельефный столбик вяжем точно так же. 3 накида на крючок. Вот здесь от столбика, на котором провязана вторая ножка, отсчитываем 1, 2. На второй ножке, на втором столбике назад провязываем 3 накида. Делаем новые 3 накида. И теперь вперед считаем вот от столбика, на котором провязали первую ножку. 1, 2, 3, 4. И на 5-м столбике провязываем 3 накида. Вторую ножку. Затем соединяем 2 ножки, 2 петли с крючка. Завершаем вязание рельефного столбика. И далее продолжаем по ряду 5 столбиков без накида. Так мы провязали 3 рельефных столбика, смотрите. И так мы вяжем через 5 столбиков 4, 5 и 6 рельефный столбик по закруглению. Итак, я провязала 6 рельефных столбиков по закруглению. Между первым и 6-м рельефным столбиком здесь идет промежуток по 5 столбиков без накида. И смотрите, до конца закругления осталось 2 петли.
И на этих двух петлях провязываю 2 столбика без накида. Второй столбик отмечаю маркером здесь как завершение вязания закругления. И далее переходим уже по вязанию узора по стороне. И смотрите, здесь уже через 2 столбика делаем 3 накида. Сделав 3 накида, здесь также отсчитываем назад 1 и вторая ножка столбика. За вторую ножку столбика назад заводим крючок и провязываем 3 накида. Делаем новые 3 накида и вперед отсчитываем 1, 2, 3, 4. И за пятую ножку заводим крючок и провязываем 3 накида. Затем соединяем 2 ножки, 2 петли с крючка и вершина столбика. Теперь мы пропускаем петлю за рельефным столбиком. Вот здесь вот провязали столбик, пропускаем петлю и со следующей петли провязываем 2 столбика без накида. То есть мы будем выполнять теперь рельефные столбики через 2 столбика без накида и за вершины рельефного столбика пропускать петлю. Делаем 3 накида на крючок и также смотрите, от второй ножки назад отсчитываем второй столбик, на нем провязываем 3 накида, делаем новые 3 накида на крючок, вперед отсчитываем 1, 2, 3, 4, на пятом столбике провязываем 3 накида, затем 2 петли с крючка и вершина рельефного столбика. Пропускаем петлю и 2 столбика без накида. И повторяем 3 накида. От второй ножки назад отступаем 1, на втором столбике первые 3 накида. Новые 3 накида накручиваем. Вперед 1, 2, 3, 4. На пятом столбике 3 накида. Соединяем 2 ножки, 2 петли с крючка, вершина столбика, пропускаем петлю за вершиной и 2 столбика без накида. Итак, мы провязываем вот с таким получается раппортом: рельефный столбик, 2 столбика без накида до второго маркера, то есть по стороне. Итак, друзья, по первой стороне, смотрите, от маркера здесь начинается повторение: рельефный столбик, 2 столбика без накида. Я выполнила 17 повторений и всего у меня получается 51 столбик. И заканчиваю я вязать узор по стороне, выполняя последний рельефный столбик с 3 накидами и 2 ножками. Также завожу крючок вот за второй ножкой предыдущего столбика, отсчитываю назад второй столбик, провязываю первую ножку 3 накида, делаю новые накиды, вперед считаю 1, 2, 3, 4 и на пятой ножке провязываю вторую ножку 3 накида. Затем соединяю 2 ножки и вершина столбика. И теперь смотрите, здесь получается пропускаю петлю и со следующего с уже отмеченным маркером столбика начинаю вязание узора с теми же рельефными столбиками, как с начала ряда, то есть как по первому закруглению. И здесь в начале я провязывала 4 столбика без накида, далее рельефный столбик, не пропуская петлю, 5 столбиков без накида, рельефный столбик второй. Итак, 5 столбиков без накида, рельефный столбик, за рельефными столбиками не пропуская петли. 1, 2, 3, 4. Вершину первого столбика отмечаю маркером и начинаю вязать первый рельефный столбик. И здесь мы на ножке вот первого столбика на арочке провязываем 3 накида,
делаем новые 3 накида и вперед считаем 1, 2, 3, 4 на 5 столбике, вторая ножка, 3 накида. Соединяем 2 ножки и вершина столбика, не пропуская петлю за рельефным столбиком, провязываю 5 столбиков без накида. В общем, повторяем узор как по первому закруглению. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 рельефных столбиков. После 6-го рельефного столбика 2 столбика без накида, и затем идет узор по стороне, рельефный столбик, 2 столбика без накида. То есть то же самое повторяем по второй стороне. Заканчиваю вязать 8 ряд, и здесь смотрите, по второй стороне тоже я посчитала, провязано 17 рельефных столбиков. После 17 рельефного столбика вот 2 столбика без накида, и здесь выполняю 18 рельефный столбик, делаю 3 накида и завожу крючок также вот за ножкой предыдущего столбика, отсчитываю 1, 2 столбик, на нем выполняю 3 накида, первая ножка, новые 3 накида, и теперь считаю вперед 1, 2, 3, 4, и вот она, 5-я ножка, то есть у нас сходится здесь узор рельефных столбиков по кругу. Провязываем вторую ножку, затем 2 петли с крючка в вершину столбика, и заканчивается ряд. Мы рабочую петлю немножко вытягиваем, и вот через вершину столбика, отмеченного маркером, через вершину первого столбика без накида, протягиваем рабочую петлю наизнанку. Так, вкалываю крючок вот за 2 полупетли, захватываю рабочую петлю и наизнанку. Здесь затягиваю далее эту петлю и набираю 1 воздушную петлю подъема. И начинаю вязать 9 ряд. В 9 ряду будем вязать столбики без накида и рельефные столбики над вот вершинами рельефных столбиков предыдущего ряда. И здесь по закруглению, здесь вначале провязываем, смотрите, 1, 2, 3, 4, и вот 5-я петля, это вершина столбика, на ней тоже 5-й столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Не забываем поставить маркер на вершину первого столбика. И здесь над вершиной далее будем вязать рельефный столбик. Делаем накид, заводим крючок вот за ножку, основную вершину столбика, и провязываем как рельефный столбик с 1 накидом. Здесь мы, получается, не пропускаем петлю, то есть над вершинами это будут рельефные столбики как прибавка по закруглению. Только так делаем. И далее, смотрите, в следующую полупетлю, получается, по ряду вводим крючок и провязываем здесь тоже 1, 2. Здесь уже 6 будет. 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. Вот 6-й получается вот как над вершиной. Делаем накид, заводим крючок за вершину рельефного столбика и провязываем рельефный столбик с 1 накидом. И далее вновь 6 столбиков без накида. Так мы провязываем над закруглением, делаем 6 рельефных столбиков над вершинами рельефного столбика. И далее я покажу, как вязать узор по стороне. Итак, заканчиваю вязать по закруглению узор. Здесь до маркера провязываю 2 столбика без накида и переношу маркер на вершину от 2-го столбика без накида. Далее мы начинаем уже вязать узор по стороне, и у нас тоже должно получиться 52 столбика. Делаю накид, здесь сразу над вершиной провязываем рельефный столбик с 1 накидом. И далее над столбиками без накида провязываем 2 столбика без накида.
И вновь рельефный столбик с накидом на вершине рельефного столбика. И 2 столбика без накида над столбиками без накида. То есть тоже тут раппорт, остается 3 петли, и заканчиваем мы здесь рельефным столбиком над вершиной рельефного столбика. И далее уже по закруглению вяжем с прибавками. Здесь уже провязываем над вершинами столбика без накида и далее рельефные столбики. По второй стороне тоже мы не делаем прибавок. Я закончила вязать 10-й ряд, и здесь в конце ряда через вот вершину первого столбика без накида, через 2 полупетли протягиваю рабочую петлю на изнанку, затягиваю петлю и далее начинаю вязать 10-й ряд, 1 воздушная петля подъема, и будем вязать столбики без накида в этом ряду. Вкалываем крючок вот за 2 полупетли, через которые протягивали рабочую петлю, и провязываем первый столбик без накида. Здесь ставим маркер как начало вязания ряда и начало вязания первого закругления. Смотрите, здесь по первому закруглению будем делать в этом ряду прибавки над вершинами вот рельефных столбиков с одним накидом, которые выполняли в предыдущем ряду. И здесь провязываю 1, 2, 3, 4, 5. И получается над 6-й петлей над вершиной рельефного столбика провязываю 2 столбика без накида. Обратите внимание, при вязании столбиков без накида продолжаем захватывать нить сверху вниз. И здесь уже после прибавки мы провязываем далее 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида, и над 7-м столбиком делаем прибавку. Итак, получается, прибавки делаем по закруглению. У нас будет вот здесь над рельефными столбиками получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 прибавок, то есть на 6 столбиков увеличится количество столбиков по закруглению. Провязав вот здесь до маркера столбики, далее переходим на вязание столбиков по стороне. И по стороне, конечно же, мы не делаем прибавок, то есть здесь от маркера до маркера, то есть не считая петли, где поставлены маркеры, провязываем 52 столбика без прибавок. То же самое вяжем по второму закруглению и по второй стороне. Итак, я закончила вязать 10-й ряд из столбиков без накида, и заканчиваю ряд вот как обычно через вершину первого столбика, отмеченного маркером, протягиваю рабочую петлю наизнанку, затягиваю петлю, 1 воздушная петля подъема, и на этой же вершине провязываем первый столбик без накида 11-го ряда. Вершину этого столбика также отмечаю маркером и дальше продолжаю вязать столбики без накида. В 11 ряду вяжу столбики без накида. И здесь по закруглению не делаю прибавок, то есть тоже количество столбиков. И по сторонам тоже, конечно же, не делаем прибавок. То есть провязываем просто ряд столбики без накида. И захватываем рабочую нить также сверху вниз, чтобы у нас в основании столбиков нити перекрещивались. И вот такие вот были аккуратные, красивые столбики без накида. Я провязала 11 ряд столбиками без накида. Маркеры переносила начало завершения закругления на те же столбики. И смотрите, начинаю вязать 12 ряд. 12 ряд будет заключительный ряд первого блока узора. С 13 ряда будем менять цвет и вывязывать уже второй блок узора. И завершаю я вязание первого блока узора. Здесь сразу получается без перехода завершения ряда. Начинаю вязать, вот вкалываю крючок за 2 полупетли первого столбика и провязываю соединительный столбик. Далее
Продолжаю за 2 полупетли следующего столбика, вкалываю крючок и вновь соединительный столбик. Итак, из вершины каждого столбика провязываю ряд соединительных столбиков по верху. И у нас получается, что по лицевой стороне будет вот такая вот косичка петель проходить. А далее 13 ряд мы будем вязать на полупетлях от столбиков без накида 11 ряда. Я специально перенесла маркеры за вторые полупетли столбиков без накида, чтобы они здесь не мешали при вязании 12 ряда. Итак, провязываем 12 ряд. И сейчас покажу, как этот ряд завершить, так, чтобы не было видно начало и завершение ряда. И обрезаем уже в конце вязания ряда шнур этого цвета. Заканчиваю вязать 12 ряд, и здесь я уже обрезаю нить светло-бежевого шнура и завершаю этот ряд. Так, смотрите, через вершину последнего столбика вытягиваю отрезок нити, через 2 полупетли первого столбика протягиваю этот отрезок на себя. И далее, смотрите, можно взять крючок чуть тоньше и вкалываем с изнанки крючок так, чтобы он вошел в центр последнего столбика. Захватываем рабочую нить и протягиваем на изнанку. И здесь у нас получается вот как продолжается по кругу косичка петель. И здесь уже на изнанке мы этот кончик нити закрепляем, допустим, сделаем чуть ниже узелок. Далее этот узелок можно вот здесь прям заклеить и обрезать очень коротко, и тогда у вас будет незаметно завершение вязания ряда. Далее я беру другой шнур, цвет горчичный, можно взять темно-бежевый цвет, а здесь можно, смотрите, хвостик шнура вот легко распускается, поэтому сразу заклеиваю кончик шнура, чтобы он не распускался.